Я просто хочу знать, что тут творится. Я вам скажу. Вы арестованы. За что? Мужчина-маньяк – это банально. То ли дело серийный убийца, который при более детальном изучении оказывается женщиной, да еще и симпатичной. Специалисты говорят о том, что в своей жестокости такие маньяки могут не уступать сильным мужчинам. По мотивам деяний некоторых из них были даже сняты кинофильмы. Женщины-убийцы самые безжалостные и опасные. Среди них есть и одиночки, а есть и те, кто убивал вместе со своими мужьями и любовниками. Они убивали детей, мужчин и женщин. Женщины-серийные убийцы – редкое явление. Выйдите из зоны комфорта, ощутите ужас и трепет, посмотрев все эти жуткие истории, о которых я расскажу в этом видео, произошедшие в реальности не так уж и давно. Пол Бернардо и Карла Хамолко. 17 лет златовласая канадка чешского происхождения встретила Пола Бернарда. Несмотря на то, что у паренька просматривались садистские наклонности, она не бежала от него, а вышла замуж. Обычная семейная жизнь молодоженам быстро наскучила, и они решили расширить горизонты. Мужчина придумывал захватывающие сценарии для оргий, а на Карлу легла ответственность поиска новых компаньонов. Первой несчастной стала 15-летняя сестра Карлы. Старшая сестра напоила младшую загадочным раствором, который выкрала в ветеринарной клинике, где работала, после чего жертва потеряла сознание. Пара издевалась над девушкой и снимала на камеру, но та неожиданно умерла. Все-таки средство было предназначено не для людей. Смерть списали на несчастный случай. Вскоре в сеть садистов угодила еще одна жертва. Когда несчастная после суток мучений испустила последний вздох, ее утопили в озере. Очередную участницу оргии нашли возле церкви. Доверчивая Кристен Френч не подозревала, что эта симпатичная пара замышляет что-то противозаконное, а то и античеловеческое, и, поддавшись на уговоры, уехала с ними. Ей пришлось страдать 3 суток перед смертью. Хамолку и Бернарда арестовали в 1993 году. Судебный процесс потряс не только всю Америку, но и родителей Карлы, которые никак не ожидали, что произвели на свет дьяволицу. В 1995 году Пола приговорили к пожизненному заключению, а вот Карле дали только 12 лет. Она пошла на сотрудничество со следствием и даже убедила присяжных, что была такой же жертвой мужа, как и погибшие девушки. И хотя после суда обнаружили записи, явственно демонстрирующие, что Карла Хамолко не жертва, а энтузиаст, приговор все-таки не изменили. Сейчас садистка живет под именем Лин Борделе и счастлива с новым мужем и 3 детьми. Майра Хиндли и Йен Брейди. Майра Хиндли встретила Йена Брейди в 18 лет. Это была любовь с первого взгляда. Он так восхитительно жесток, что я сразу почувствовала к нему влечение, откровенничала девушка в своем потерянном дневнике. Очень быстро они стали любовниками, и Йену больше не нужно было читать «Майн кампф» и «Маркиза де Сада в одиночестве». Сначала они планировали ограбить банк, но потом смекнули, что красть и убивать детей куда занятнее. Разговоры о насилии перемежались с сексуальным воспитанием. Упражнения по боксу со стрельбой в тире. Он готовил нападение на банк. Работать всю жизнь никто из них не собирался. Насилие укоренилось в жизни пары настолько, что Майру не шокировали планы ее сожителя по убийству кого-нибудь. Просто так, для удовольствия. К лету 1963 года Майра полностью созрела для совершения задуманного ее другом. Вечером 12 июня Йен ездил на мотоцикле по улицам Гордона, приметил на перекрестке девушку и остановился возле. Затем поехал дальше. За ним следом в фургоне его подруга. Но она не стала останавливаться. В прохожей она узнала дочь маминой подруги. Следующую девушку, на которую указал Йен, она пригласила в фургон. Несмотря на то, что 16-летняя Паулина Рид была подругой ее
ее сестры. Хиндли просит девушку помочь поискать дорогую перчатку на Седлуордских болотах, что находится рядом. Затем обе едут в сторону окраины пригорода. В определенном заранее месте Хиндли останавливает фургон. Там их уже ожидает Брейди. Майра знакомит Паулину с Йеном, утверждает, что ее друг должен помочь в поисках. После этого уходит в сторону. Вернулась только когда крики стихли. Ее сообщник изнасиловал и убил потерпевшую. Та лежала в крови. Они захоронили Рид тут же, в зарослях папоротника. 23 ноября 1963 года все повторилось. В этот раз жертвой Брейди и Хиндли становится 12-летний Джон Килбрайт, с которым Майра познакомилась в магазине. Потом подошел Йен и предложил несовершеннолетнему выпить шерри, известный всему миру как Херес. Вот только не просто так. Выпивку нужно было заслужить. Мальчик должен помочь в поиске дорогой перчатки. Все на тех же болотах. Далее все произошло так же, как и с Паулиной. Только в этот раз перерезать горло потерпевшему не получилось. Тогда Йен просто задушил ребенка. Его также закопали в зарослях папоротника. 16 июля 1964 года Йен Брейди и Майра Хиндли похитили, изнасиловали и убили на болотах 12-летнего Кита Беннета. 26 декабря 1964 года они заманили в дом, где проживали 10-летнюю Лесли Эндауни. Пытки и изнасилования снимали на фотопленку и записывали на магнитофонную ленту. Ночью вывезли тело и закопали там же, в зарослях папоротника на Седлуордской трясине. Как и любого серийного убийцу, Йена Брейди интересовала в первую очередь власть, но он получал власть силой, и подчиненный умирал сразу после этого. Ему хотелось управлять живым, как это делал его кумир Адольф Гитлер. Одной Майры стало мало. К тому же коллекционировать воспоминания о насилии и убийстве, а также вещи покойных, стало скучновато. Йен хотел пополнить собственные фонды живым экземпляром, во всем ему покорным. Его выбор пал на мужа сестры Майры. Дэвид Смит представлялся заговорщиком наиболее вероятной кандидатурой. Планировалось запачкать его кровью, то есть привлечь к совершению тяжкого преступления. Брейди рассказал Смиту, что хочет заманить к себе домой известного им обоим гомосексуалиста, несовершеннолетнего Эдварда Эванса, избить его и ограбить, трофеи разделить. Затем запугать потерпевшего, в первую очередь разглашением тайны о его нетрадиционной сексуальности. Ранее судимый Дэвид, недолго думая, согласился. Он и до этого совершал уличные грабежи и был известен местной полиции как баклан и гопник, то есть хулиган и грабитель. И ему не впервой размотать терпилу, тем более, что тот из презираемой урками касты. 6 октября 1965 года Йен подошел к 17-летнему помощнику инженера Эвансу на вокзале Манчестера. Под неким предлогом заманил к себе в дом в Хаттерсли, где уже находились Майра Хиндли и Дэвид Смит. Там в присутствии обоих он убил потерпевшего, затем заставил обоих помогать ему замывать кровь и паковать тело для дальнейшего захоронения, а после решил заняться сексом со своей подругой, но перед этим отпустил Дэвида домой, взяв с него обязательство приехать еще до рассвета, чтобы увезти тело на болото. Вместо подчиняющегося во всем подельника утром к Йену и Майре приехали полицейские во главе с Артуром Бенфилдом. В итоге в ходе обыска в доме было обнаружено тело Эдварда Эванса, а кроме того многочисленные вещи, принадлежавшие явно незадержанным, в том числе блокнот, содержавший перечень имен и фамилий как женских, так и мужских. Среди них были и те, которые полиция искала уже второй год. Кроме того, изъяли многочисленные фотоснимки порнографического характера и просто натурные снимки в разных местах на болотах. На одном из них Майра запечатлена возле могильных холмов в зарослях папоротника. Это и стало ключом к раскрытию ряда убийств. Но самым важным открытием стала квитанция на хранение вещей в багажном отделении Манчестерского вокзала. По ним полиция получила 2 чемодана. В них содержались вещи пропавших несовершеннолетних, опознанные позже их родственниками, в том числе и фотоснимки, и магнитофонные записи пыток, изнасилований и убийства Лесли Эндауни. 6 мая 1966 года его честь судья Фентон Эткинсон признал Йена Брейди виновным в убийстве Джона Килбрайта, Лесли Эндауни и Эдварда Эванса и приговорил к 3 пожизненным срокам, Майру Хиндли к 2, плюс 7 лет за соучастие в последнем убийстве. Тела остальных обнаружены не были.
Седлуотерская трясина надежно хранила коллекцию самых ненавистных преступников Великобритании. Таковыми их признала пресса тогда, признает и сейчас. В 1985 году Иэн Брейди был признан невменяемым и переведен для дальнейшего содержания в закрытое отделение психиатрической больницы Эшвуд в Ливерпуле. В 1987 году он сознался в убийстве Паулины Рид и Кита Беннета, но их тела тогда так и не были обнаружены. Несколько раз он пытался покончить с собой, но каждый раз эти пытки пресекались. Оба самых ненавидимых преступника Великобритании скончались: Майра 15 ноября 2002 года, а Иэн Брейди 15 мая 2017 года. 30 сентября 2022 года на Седлуотерских болотах были обнаружены останки несовершеннолетнего. Позже экспертиза установила, они принадлежат Киту Беннету. Полин Рид не найдена и до сих пор. В 2001 году Иэн Брейди написал книгу «Врата Януса», которую опубликовало одно из американских издательств. Родственники потерпевших попытались запретить распространение произведения на территории Великобритании, однако апелляция отменила решение суда первой инстанции, и произведение «Болотного убийцы» имело успех. Ильза Кох. Когда Ильзу назначили надзирательницей одного из концлагерей, бывшая библиотекарша почувствовала в себе потенциал. Она быстро постигла искусство садизма, и для нее не было большего удовольствия, чем издеваться над заключенными. Немка всегда ходила с кнутом, она лично выбирала тех, кого потом отправляли в газовую камеру, и с улыбкой наблюдала за мучениями обреченных. Ильзе приписывали более 50 тысяч жертв. В 1941 году Кох получила повышение, ее назначили старшим надзирателем среди охранников женщин в концлагере Бухенвальд. Ильза завела себе овчарку, которую редко кормила, чтобы та не разочаровывала хозяйку во время травли на узников. На этом этапе своей карьеры Ильза оценила всю прелесть предметов из кожи. Она стала приказывать убивать заключенных с татуировками, а кожу снимать. Так у нее появилась кожаная сумочка и абажур. После войны немке удалось какое-то время скрываться от правосудия, однако летом 1945-го ее нашли и арестовали. Пока шло следствие, Ильза успела спутаться с неизвестным в кавычках аисте, который подарил ей беременность. Но прокурор решил, что беременность подсудимой не повод ее оправдывать. Его мнение не разделил суд, который посчитал женщину жертвой режима, и отпустил. В 1951 году справедливость все-таки добралась до Ильзы Кох. Немцы Западной Германии осудили ее на пожизненное заключение. В 1967 году непотопляемой фашистке удалось покончить с собой, чем она крайне удивила надзирателей, которые глаз с нее не спускали. Эйлин Уорнес. Отца Эйлин не помнила, он умер в тюрьме, где находился за изнасилование мальчика. Мать, не справившись с обузой, оставила Эйлин с братом своим родителям, якобы на один день. День растянулся на всю жизнь, больше ее не видели. Бабушка и дедушка Эйлин оформили опекунство над внучкой. Благодарность последовала через пару лет, когда Эйлин заявила в полицию, что над ней надругался родной дед. Работавшие с девочкой психиатры сильно сомневались, что это правда. К 14 годам Эйлин так завралась, что ее выгнали из дома. Чтобы как-то выжить, она стала предлагать свои услуги дальнобойщикам. В 20 лет она ненадолго вышла замуж за 70-летнего бизнесмена, но вскоре тот подал на развод. «Она меня насилует», – пожаловался старик на процессе. Эйлин снова вернулась на трассу. Мужчин она стала ненавидеть еще больше. Но после того, как Эйлин случайно убила своего клиента-водителя, решившего избить придорожную проститутку, она обрела смысл жизни. Всего на счету Эйлин 7 убитых мужчин. Своим хобби Эйлин поделилась со своей партнершей Тайрой Мур, но та лишь попросила держать свои грязные секреты при себе. В 1996 году Эйлин приговорили к смертной казни, а в 2002 ввели смертельную инъекцию. В США смертникам полагается царская трапеза. Перед исполнением приговора они могут заказать все, что пожелают их измотанные кашами желудки. Эйлин попросила лишь чашку крепкого кофе. Ее последними словами были «Я вернусь». И она действительно возвращается то в фильме, то в сериале, то в книге. А Шарлиз Терон получила за исполнение роли Эйлин Оскар.